Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас, опять же, важная и резонансная, волнующая вас тема, связанная с судебным заседанием, которое прошло 22 августа, то есть вчера, 2025 года, по делу об обвинении Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. В центре нашего внимания записи прослушки, которые сторона обвинения пытается представить как доказательство вины Зинченко. Якобы на них зафиксировано его признание. Но, друзья, все не так просто. И сегодня мы разберем, что же на самом деле содержат эти записи, почему они вызывают серьезнейшие сомнения и, главное, имеют ли они юридическую силу в качестве доказательств в суде. Также мы обсудим, допустимы ли такие методы получения показаний с точки зрения закона. Если вам интересны вопросы справедливости, защиты прав человека и работы судебной системы, оставайтесь со мной на канале. Это будет важный и подробный разбор. Погнали! Давайте начнем с сути. Сторона обвинения представила несколько записей разговоров Зинченко в камере СИЗО, утверждая, что они подтверждают его вину. Но, друзья, что мы слышим на этих записях, если внимательнейшим образом их проанализировать? Первая запись, откровенно говоря, не содержит ничего существенного. Зинченко упоминает, что читал какие-то там материалы, связанные с НСВП, но категорически отрицает, что является их адептом или сторонником. Источник этих материалов не ясен, и, честно говоря, эта запись не дает никаких прямых и даже косвенных доказательств его причастности к убийству Ирины Фарион. Это просто обрывочные фразы, которые сложно интерпретировать как улику. Однако вторая часть записей куда более тревожна. Здесь мы слышим, как сокамерник Зинченко начинает активно на него давить. И это давление, друзья, я, как юрист, квалифицирую как психологическое воздействие, направленное на принуждение Зинченко к самооговору. Давайте разберем, как это происходит. Итак, что мы слышим в этих записях? Сокамерник Зинченко начинает разговор с того, что называет Зинченко дядей. Казалось бы, мелочь, но в тюремной среде это унизительное прозвище, которое можно расценивать как форму буллинга. Даже в обычной жизни подобное обращение считается некорректным. А в условиях СИЗО, где человек находится в стрессовой ситуации, это тем более недопустимо. И это первый тревожный сигнал. Далее сокамерник переходит к более серьезным манипуляциям. Он внушает Зинченко чувство вины и страха, утверждая, что тот обязан признать свою вину в убийстве Фарион. Сокамерник говорит, что Зинченко идет в отказ, то есть не признает вину. И это, по его словам, по словам сокамерника, недопустимо. Причем он подчеркивает в разговоре с ним в камере о том, что Зинченко не имеет якобы права
уходить в отказ, как он это делает на допросах у правоохранителей. Интересно, что сокамерник повторяет свои обвинения и вопросы, и даже ответы Зинченко, словно понимая, что запись может быть нечеткой, и хочет, чтобы его слова были четко зафиксированы. И это наводит на мысль, что он действует не просто так, а возможно по указанию следственных органов. И это, друзья, серьезное нарушение прав подследственного, о чем я еще скажу поподробнее. Теперь давайте разберем, как именно осуществляется это давление. Сокамерник использует 3 основных подхода, чтобы заставить Зинченко дать признательные показания. Первый. Морально-этический шантаж. Он внушает Зинченко, что идти в отказ – это не по понятиям, не по правилам тюремной среды. Хотя, друзья, давайте будем честны, в уголовной среде идти в отказ – это обычная практика. Подозреваемые и обвиняемые часто отрицают свою вину, и это их законное право, закрепленное в Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе. Но сокамерник пытается представить это как нечто аморальное, чтобы манипулировать Зинченко. Второе. Угрозы через коллективное давление. Сокамерник заявляет, что из-за того, что Зинченко не признает вину, у других заключенных начинаются проблемы. Он упоминает, что их, то есть других заключенных, якобы закрывают в подвалах и клетках. Это тюремная терминология, которая подразумевает усиление режима или наказания. По сути, он говорит: ты создаешь проблемы зэкам, и они будут недовольны. Это попытка переложить ответственность на Зинченко и заставить его чувствовать себя виноватым не только перед следствием, но и перед другими заключенными. Третье. Прямое требование самооговора. Сокамерник настаивает, что Зинченко обязан дать показания, чтобы решить проблемы и избежать конфликтов с зэками. Это классический прием психологического давления. Создается иллюзия, что признание вины облегчит положение Зинченко и других заключенных, но на деле это просто попытка принудить его к самооговору. Теперь давайте перейдем к самому важному вопросу. Имеют ли эти записи юридическую силу и могут ли они быть признаны допустимыми доказательствами в суде? Мое мнение как юриста однозначно. Такие доказательства вызывают серьезные сомнения с точки зрения закона. Во-первых, согласно статье 6 Европейской конвенции по правам человека и нормам Уголовно-процессуального кодекса, доказательства, полученные с нарушением закона, не могут быть использованы в суде. Если записи прослушки были сделаны в условиях, когда на Зинченко оказывалось давление, это уже ставит под сомнение их законность. Правоохранительные органы обязаны обеспечить, чтобы любые следственные действия, включая прослушку, проводились без принуждения и манипуляций. Но в данном случае мы видим, что сокамерник, возможно, действовал по указанию следствия, что является грубым нарушением прав подследственного. Во-вторых, давление и принуждение к самооговору прямо противоречат принципу презумпции невиновности. Зинченко имеет право не свидетельствовать против себя, и никто не может заставить его это делать ни прямо,
не косвенно. Если сокамерник, как видно из записей, намеренно провоцирует Зинченко на признание вины, это делает такие показания недействительными. Суд должен признать, что подобные методы получения доказательств недопустимы. В-третьих, использование других заключенных для давления на подследственного – это не только нарушение закона, но и этическая проблема. Если следствие или администрация СИЗО умышленно создают условия, при которых заключенные начинают прессовать Зинченко, это можно квалифицировать как превышение полномочий или даже как преступление со стороны должностных лиц. Мое мнение, такие записи не только не имеют юридической силы, но и должны быть исключены из материалов дела как недопустимые доказательства. Более того, суд обязан инициировать проверку действий следствия и администрации СИЗО, чтобы установить, было ли организовано давление на Зинченко. Прокурор в суде заявил, что факт давления еще нужно доказывать. Но позвольте, что тут доказывать? Записи говорят сами за себя. Если сторона обвинения и следствия не видят в этом проблемы, им стоит задуматься о повышении своей квалификации. Я вспоминаю случай адвоката Сулеймы, который был наказан за отсутствие официального повышения квалификации. Возможно, и здесь следователям и прокурорам стоит заняться самообразованием. Суд обязан обратить внимание на эти записи и дать им правовую оценку. Это не просто разговоры в камере, это давление, угрозы и попытка принудить человека к самооговору. Суд должен, первое, провести проверку обстоятельств, при которых велась прослушка, и выяснить, не было ли вмешательства со стороны следствия. Второе, допросить сокамерников, которые участвовали в разговоре, чтобы понять, действовали ли они по указанию правоохранителей. Третье, исключить записи из числа доказательств, если будет установлено, что они получены с нарушением закона. Четвертое, рассмотреть возможность привлечения к ответственности тех, кто организовал давление на Зинченко. Если суд проигнорирует эти факты, это станет еще одним примером того, как в нашей системе правосудия могут попираться права человека. А это недопустимо. Друзья, подводим итог. Записи прослушки, которые сторона обвинения пытается представить как доказательство вины Зинченко, на деле свидетельствуют о грубом психологическом давлении. Мы видим обзывание, морально-этический шантаж, угрозы через коллективное давление со стороны заключенных. Более того, такие доказательства не имеют юридической силы и не могут быть признаны допустимыми в суде, так как получены с нарушением закона и принципов справедливого правосудия. Я призываю всех, кто следит за этим делом, задуматься, можем ли мы считать такие методы справедливыми. Если у вас есть свое мнение, делитесь им в комментариях. Мне очень интересно узнать, что вы думаете. Не забудьте поставить лайк, если видео было полезным, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы. Если хотите, чтобы я подробнее разобрал какую-то юридическую тему, пишите в комментариях, и я подготовлю для вас видео. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.